Приветствую тебя, призрак. Это третье из 4 видео, в котором я рассказываю о том, что нужно понимать перед тем, как собирать или рассматривать очередной билд. В 4-м видео речь пойдет про техники. После этого мы начнем рассматривать билды на разные классы, попутно выясняя, для чего они и как с ними нужно играть. Прежде чем мы начнем, считаю обязательным исправиться в одном моменте. Дело в том, что в видео про свойства я совершенно забыл о свойствах, которые дает оберег Ронина. Его у меня просто не было, поэтому быстро расскажу о них. Здоровье от оживления. Очень неоднозначное свойство. Разобрался я в нем, честно говоря, только когда пошел снимать видеоряд для этого ролика. Итак, внимание. Если у вас стоит это свойство, то, если вы упали и вас подняли с помощью ульты Ронина, ваше здоровье после оживления будет больше обычного, а если подняли руками, то нет. А если вы поднимаете кого-то руками, его здоровье будет больше обычного, а если вы его поднимете ультой, то нет. Получается, что свойство работает крест-накрест. Прикольно, но тупо. Радиус ослабляющей вспышки. Ослабляющая вспышка – это одна из техник Ронина, которая наносит врагам тлетворный эффект, искажающий шкалу здоровья врага. С этим свойством радиус этой техники можно увеличить. Радиус целительных благовоний. Целительное благовоние – это обилка Ронина. Это свойство увеличивает радиус этой обилки. Длительность целительных благовоний. Эта же самая обилка будет действовать дольше благодаря этому свойству. Область исцеления. Если в талантах у вас стоит исцеляющий дух, то с этим свойством область исцеления от собаки или медведя становится шире. Что ж, исправился, теперь начнем. В этой части мы поговорим о талантах снаряжений. Погнали! Честно говоря, это уже второй сценарий этого видео. Дело в том, что составляя первый сценарий, я собирался рассказать, если не про все, то хотя бы про половину талантов. Но дело в том, что подавляющее большинство из них имеет в себе развернутое и точное описание, которое соответствует действительности. Я полагаю, читать вы умеете и без меня, поэтому перед собой я просто поставлю задачу затронуть лишь некоторые таланты, которые могут вызвать вопросы, и акцентирую внимание на них. С остальными, я думаю, разберетесь сами. Отравленный клинок и горящий клинок. Оба таланта работают на удачу. Могут сработать, а могут не сработать. Первый отравляет врага, сбивая ему шкалу стойкости, а второй поджигает врага. Хочу акцентировать внимание на том, что выбирая между путем огня и горящим клинком, лучше выбрать путь огня. Да, у него есть кулдаун, но бывают случаи, когда горящий клинок может сработать против вас. Например, когда вам отнюдь не нужно, чтобы враг загорелся. Например, при выполнении бонусных задач. Я привык рассчитывать на самого себя и не полагаться на удачу подобных талантов, и вам того советую. Кроме того, при использовании путя огня враг станется, то есть дезориентируется, не путать с ошеломлением. А от горящего клинка они просто загораются, как будто это обычное дело. Мастер воды, ветра, камня и луны. Это усилитель или, скажем так, модификатор клинка для соответствующей стойки. Подробнее об этом можно прочесть в описании к снаряжению. Скажу лишь о том, что мастер луны является незаменимым атрибутом для техники MMC или Moon Master Cancel. Подробнее об этой технике я уже рассказывал в одном из своих видео. Также стоит отметить, что каждая легендарная катана, да и вообще все легендарные вещи заключают в себе свою уникальную возможность, как, например, катана попадания камнем дает возможность использовать небесный удар. Катана мастера дает возможность использовать все стойки, а запретное снадобье работает как отхил. Переходим к талантам оберегов. Пассивное исцеление в бою. Восстанавливает здоровье до 50% от максимума. Скорость исцеления снижается вдвое во время боя. Важная ремарка. Начало боя в игре идет с того момента, как любой из мобов начал на вас агриться. Даже если он еще не напал, бой уже идет. Супердоспехи. Благодаря этому таланту ни одна вражеская атака не собьет вас с ног. Я вижу ее полезной только в двух случаях. Если нужно донести идол через толпу врагов и не уронить его, или в бою с Ио, когда вы нон-стопом крутите ее техникой MMC.
Ударные броски. Любого моба в легких и средних доспехах можно отбросить. Для этого разбегитесь и нажмите на кружок. Данный талант ставит моба на колени после такого броска и делает его уязвимым для критических ударов. Благословленные стрелы. Когда вы стреляете врагу в голову, вокруг него образуется область исцеления. Область эта весьма маленькая, подходит тем охотникам, которые стреляют в упор. Или, например, если ваши союзники находятся в толпе врагов, а вы туда ультанете, будьте уверены, выйдут они оттуда с полным здоровьем. Тлетворные стрелы. Когда вы стреляете в голову, шкала здоровья искажается, и любая последующая атака будет наносить больше урона этому мобу. Теперь таланты орудий призрака. Удача. 15% шанс на то, что после его использования орудие восстановится моментально. На данный момент не знаю никого, у кого бы эта удача сработала больше 4 раз подряд. В огне. Высвечивает горящие цели. Да. С локализацией имеются определенные проблемы. Переводя на человеческий язык, это орудие поджигает врагов. Затхлость. Тот же самый эффект слабости, как от тлетворных стрел. Искажает здоровье. Прилив решимости. Дарит нам 1 очко решимости. Но только в том случае, если при использовании решимость уже была на нуле. Вроде бы это все таланты, на которых я хотел заострить особое внимание. Если у вас есть вопросы касательно каких-либо еще талантов, спрашивайте в комментариях, и я с радостью отвечу. А на этом у меня все. Не забывайте про лайки и подписку. А еще, если вам не с кем играть, добавляйте меня в друзья. Мой ник найдете в описании к этому видео. И я добавлю вас в наше сообщество в PSN. Нас там уже порядка 100 человек. Точно найдете с кем поиграть. Пока.